interesting point. I mean, I'd be very happy to talk about that. Это очень интересная, на самом деле, вот тема, и я с удовольствием о них поговорю. In America, they have a course on mindfulness. В Америке есть целые курсы на тему вот такой вот, что называется, бдительности. It means exactly what he was saying, to do things with consciousness. Такой вот осознанности, что ли, бдительности, о том, как раз о чем он спрашивал. To be aware of what you are doing. О том, чтобы понимать и четко осознавать, что вы делаете. And that with every action that you do, you are focused, clear, and concentrated about what you are doing. Так, чтобы в любом действии, какое бы вы ни совершали, вы всегда сосредоточены и четко осознаете, что же вы делаете. One of the most interesting things that I ever experienced in my various visits to Buddhist monasteries was the way they eat. Одно из самых удивительных моих наблюдений, которые были со мной, когда я, например, бывал в буддийских монастырях, это когда я видел, как они принимают пищу. In their eating habits, eating is not a social function. В их культуре, в их привычке к отношению к еде, еда не является просто какой-то социальной потребностью. It is a spiritual function. Это духовный процесс. And this eating process is done with complete concentration, complete mindfulness of the food that they're eating. И этот процесс происходит у них с полной концентрацией, с сосредоточением, с полным вниманием. So normally people think of eating as a process of putting food in the stomach, and then somehow or another in the stomach and in the intestines, all the nutrients and everything comes out, and you get energy. Обычно люди воспринимают процесс еды как просто вы принимаете пищу, вы кладете пищу в рот, она попадает в желудок, там переваривается, получается энергия для тела. But when they are eating, they are so mindful of what they are doing. They are taking the nutrients straight out of the mouth, directly through the process of chewing. Но вот в буддийских храмах, монастырях, когда они принимают пищу, они настолько внимательно это делают, настолько сосредоточенно, что видно, как они насыщаются и пищей, как только она касается рта, уже с этого момента. So this process of mindful eating takes all of the nutrients, it takes the prana, the life from the food in a respectful way. И таким образом в этом процессе внимательного приема пищи они принимают пищу, эту прану принимают питание, прану из пищи очень почтительным образом. You are respecting the food, you are respecting the plant, you are respecting the vegetable, you are respecting it and taking the life that it is giving you in a very mindful fashion. Тем самым, оказывая все почтение, уважение к этой пище, к этим растениям, к этим плодам. People who practice mindfulness are doing a discipline. И вообще люди, которые практикуют в жизни такую внимательность, по сути, это их практика, дисциплина. How often when you talk with others, you just say things without really considering what you just said? Как часто бывает, когда мы общаемся с другими, разговариваем с другими, мы не особенно обращаем внимание на то, что мы говорим. Practically all the time. Такое, скорее всего, бывает почти постоянно. When one does any action in any interaction with others, or cleaning the house, or earning money, or traveling, or walking, or dealing with nature, our minds are usually somewhere else. Любые наши действия, посмотрите, когда мы что-то делаем, убираемся в доме, гуляем, там, путешествуем, зарабатываем деньги, как правило, ум человека отвлечен на что-то совершенно постороннее. Now, usually I don't like to talk about mind. I don't think mind is a very descriptive term at all. Я обычно не очень люблю говорить об уме. Мне кажется, само это понятие ума, оно не очень-то подходящее, описательное. Because if you were to actually have a discussion with somebody and discuss what is mind, you'll see that there's a lot to it that we don't even consider. In fact, we're not even mindful of the mind.
Потому что стоит только начать обсуждать само понятие ума, вы обнаружите, что за ним стоит столько всего, что мы даже не принимаем во внимание. То есть, по сути, мы даже не внимательны к понятию ума. But when you talk about mindful, this term, this process, this wonderful thing, mindfulness, it really says it properly. Но когда мы обсуждаем не просто понятие ума, а именно понятие внимательности, то тогда все раскрывается как следует во всей полноте. It means focus. It means clarity. Внимательность означает сосредоточенность, сфокусированность, ясность, четкость. It means to be concentrated or meditating on what it is that you are doing. Это означает сосредотачиваться, медитировать, концентрироваться на том, что вы делаете. It doesn't mean when the mind is thinking something else about the past or the future or some fantasy or some lamentation or mulling over some insult. Это отнюдь не означает, когда ваш ум погружен куда-то в прошлое или в будущее, в скорбь о чем-то, в сожалении о чем-то, либо в какие-то мечты. It means to be in the moment, in the present, in the now. Это означает присутствие в настоящем моменте, сейчас, здесь и сейчас. Mindfulness and being in the now, these are synonymous. И вообще внимательность и присутствие в настоящем моменте – это синонимичные понятия. Usually the mind is associated with being somewhere else. Обычно, когда мы рассуждаем о понятии ум, как правило, это означает, что ум где-то блуждает. My body is here and my mind is thinking elsewhere. Даже устойчивое выражение. Тело может присутствовать в одном месте, ум может блуждать где угодно, хоть по всей Вселенной. Surprisingly, we go through most of our lives like that. И удивительно, что чаще всего большую часть жизни мы проживаем именно так. I mean, after all, if you sleep 8 hours a night, your mind is somewhere else during that time. В конце концов, даже возьмите 8 часов в сутки в среднем мы спим, в это время наш ум уж точно блуждает где-то. And right there, we have a huge chunk of our lives taken away and sent somewhere else. И уже самим этим большая часть нашей жизни как бы вынимается от нас и сосредотачивается на чем-то другом. But that's healthy. Но это нормально, это здоровый. That's when the mind should be let loose. На самом деле это как раз то время, в которое ум стоит отпускать, как бы на волю погулять. Some people take their troubles of the day into their mind at night when they're supposed to be sleeping. And so they're stressed out even trying to sleep. Some people can't sleep because of that. Но у некоторых людей как раз бывает нездоровый вариант, когда их проблемы, которые одолевали их в течение дня, продолжают одолевать их и ночью во сне, так что они даже не могут спокойно спать. And they're so tired during the day because they can't sleep at night because their mind brought the day into the night that they bring the night into the day and they walk around as if in a dream. И таким образом они настолько устают за день, настолько обуреваемы своими проблемами, что не могут потом спокойно спать. Из-за того, что не могут спокойно спать, а потом они не могут бодрствовать и днем, и продолжают как бы в каком-то промежуточном состоянии, и не спать, и не жить. But this idea of mindfulness brings the moment to the now, which is very important. Но вот эта идея внимательности, она позволяет как раз жить в моменте сейчас, и это очень важно. Now, when I said bring the moment into the now, somebody might be saying, that may be redundant. И когда я говорю, что как бы перенести момент в положение сейчас, кто-то может сказать, что эта фраза, она как масло масляное. But it's not, because I'm thinking about that moment in the past when someone said something. Or I'm waiting eagerly for that moment when this will happen. Но на самом деле совсем не так, потому что касается моментов, в которых мы находимся, как часто мы бываем в моментах прошлого, думаем о том, когда кто-то что-то сказал, или предвкушаем, мечтаем о моменте чего-то будущего. So I take all moments and bring them into the now. Поэтому почему бы мне не взять все эти моменты и перенести их в сейчас? Nothing else exists except right now. На самом деле ничего не существует, помимо того, что есть сейчас.
And if all that exists is right now, if my mind or my senses or my consciousness is anywhere else than now, it is in a place that does not exist. И так как не существует ничего, кроме сейчас, если мой ум, мое сознание, мои чувства находятся в любом другом месте, в любом другом моменте, кроме момента сейчас, то значит они находятся там, где ничего нет. Isn't it amazing how those divine beings who have arranged for our existence have given us this organ called the mind, which allows us to escape from the moment? Разве это не удивительно, каким образом вот эти высшие существа, которые мы называем богами, полубогами, дали нам этот удивительный орган под названием ум, который позволяет нам полностью избегать реальности настоящего момента. If you want to escape, you can. If you want to not escape, you can. И таким образом, просто с помощью него, если вы хотите избегать, отсутствовать, вы можете это делать. Если вы хотите присутствовать, вы можете это тоже делать. У вас есть все возможности для этого. However you want it. You want to be in the now? The mind gives you capacity to be fully focused in the now. You don't want to be in the now? You can remember the past or dream of the future. Просто как хотите. Хотите присутствовать сейчас, ваш ум дает для этого все возможности. Хотите отсутствовать, пожалуйста. I've seen it so many times. It drives me crazy. And I catch myself doing it too. Believe me, I'm not trying to say I don't do this. Somebody's talking to me, and I'm busy thinking of my reply, and I don't hear what they're saying. So I just immediately say, that's wrong. That's wrong. I have to hear what they're saying. So concentrate. Focus on the now. К примеру, со мной такое постоянно бывает. Не думайте, что я себя не имею в виду. Я разговариваю с каким-то человеком, мой ум сосредоточен на чем-то другом. Я думаю, как я буду отвечать на письмо. Я не слышу, что человек говорит. И сразу же начинаю поправлять себя. Это неправильно, надо сосредоточиться на сейчас. It's so hard to just listen to what somebody's saying. На самом деле бывает настолько трудно просто слушать, к примеру, что говорит другой человек в настоящем моменте. I mean, after all, how many of us really want to? В конце концов, кто из нас по-настоящему хотел бы слушать и слышать